«Не грусти», — сказала Алиса. «Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно». Понять, для чего человечество совершило кровавый кульбит за период нового времени, весьма непросто. По сути, история сейчас возвращается в эпоху Иоанна Грозного. Существующая технократическая цивилизация, что была возведена за несколько последних столетий, будет полностью снесена с лица земли. Таким образом, человечество под предводительством иудеев – это коллективный блудный сын, пустившийся во все тяжкие. Он растратил все имеющиеся духовные ресурсы, доставшиеся ему от Небесного Отца, и благополучно упал мордой в чан с поросячьими рожками. И лежит теперь в генномодифицированном свинарнике. Ну и думает, а нафига все это было нужно? Смысла в массовом грехопадении, повторившемся теперь уже целенаправленно, организованным способом, так сказать, а не спонтанным и по незнанию, как это было первый раз в Эдеме. Смысла во всей этой вселенской авантюре нет, как нет смысла вообще в грехе как таковом. Однако причины греха все те же. Человечество искусилось знанием, искусилось возможностью достичь божественного уровня жизни, так сказать. Возможностью все сделать самостоятельно, без Бога, своей собственной рукой. Иллюминаты, масоны, сионские мудрецы, они не являются главными злодеями. Они являются интегральным, суммирующим результатом греха всего человечества, носителями этого греха. Человеческий род – это единый организм. Разные народы выполняют в нем соответствующие функции, разные функции. Иудеи выполняют роль мозга, роль интеллектуального интернационального коллектора. Однако действуют они не самостоятельно, а подстраиваясь под общее настроение всего человеческого глобального организма. Они манипулируют той энергетикой греха, что люди сами им и предоставляют. Если бы русский народ не грешил, то иудеи не имели бы никакой власти. Люди, начиная с Адама и Евы, остаются все такими же любопытными и беспечными торопыгами. Они всегда склонны к искушению, и в ситуации выбора большинство всегда выбирает скользкий путь, всегда выбирает побыстрее, побольше, все сразу и, если можно, без хлеба. Сионские мудрецы – это коллективные Адам и Ева, которые в очередной раз сорвали запретный плод. Природа греха во все времена остается той же. И когда в средние века человечество стало переходить к пятой форме евхаристической премудрости, когда на землю стали изливаться знания пятого дня, несущие в себе информацию об устройстве Вселенной, подавляющее большинство ученых при этом опять искусилось. Вместо того, чтобы вместе с Богом и за счет неисчерпаемых ресурсов божественного света строить мост от земного жертвенника к небесному царству, от видимого мира в мир невидимый, они решили действовать самостоятельно и в противоположном направлении. И за счет варварского расхищения земли, а откуда еще взять ресурсы,
За счет взлома кодов времени они стали строить человеческую технократическую цивилизацию. По-дурацки, зато самостоятельно. Ничего хорошего из этого не получилось. Миллиарды жизней принесены в жертву этой безумной авантюры. Инженеры человеческих душ из иудеев получились хреновые. Ничего кроме мутантов создать они не смогли. И вселенский поход блудного сына вышел боком не только для самого человечества, для самих иудеев, но и вообще для всей вселенной. Земля теперь отравлена и превращена в глобальный свинарник. Жить стало невыносимо. Дельфины выбрасываются из моря, а люди из окон. Так для чего же все это было нужно? О чем думали авторы нового мирового порядка, сочиняя сказочку про Алису? Насколько красив узор на кровавых кружевах и стоило ли их вообще плести? Как это ни странно, но человечество совершило этот смертельный кульбит лишь для того, чтобы понять, в общем-то, простые вещи. Что план Бога значительно лучше человеческих планов, потому что Бог, Он и есть сама живая премудрость. Что доверять и верить Творцу надежнее, чем самому себе или князьям и сынам человеческим. Что самое дорогое, что есть на свете, это чистая любовь к Богу, чистая, как гладь озера. Человечество совершило этот кровавый кульбит главным образом для того, чтобы в отношениях между человеком и Богом не было сомнений. Всякий грех начинается с ряби сомнения, проходящего по глади души. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Интегральный интеллект человечества, перед которым в средние века стали открываться исходные коды творения, прислушался все к тому же шепоту древнего искусителя. Зачем нужен Бог? Вселенную пятого дня можно построить и без Него. Зачем зависеть от произвола Всевышнего? Не лучше ли мы новый мир построим своей собственной рукой? И сделаем все так, как нужно нам, без чьих-либо указок. Мы сами с усами. Для этого всего лишь нужно было выкрасть божественный огонь знаний, выкрасть коды бытия. В средние века большинство ученых мужей, большинство правителей и простых смертных, каждый в силу своих возможностей, но все-таки искусился этим обольстительным планом. Разве не круто найти философский камень и построить свой собственный человеческий мир, нашпигованный технологическими чудесами? В эпоху Ренессанса большинство делало выбор в пользу колбы с пузырящейся цветной жидкостью и какой-нибудь замысловатой штуковины, собранной из крутящихся шестерен. Народ повально был увлечен алхимией и астрологией. Сердце человека эпохи Просвещения лежало более к технологическим чудесам, создаваемых своей собственной рукой, быстро и сразу, а не к чудесам христианским, создаваемых рукой Бога. Вот так и возникло мощнейшее научно-атеистическое движение, возглавляемое сионистами. Иудеи это дело просто возглавили, так как имеют к тому талант, необходимое особое царское благословение, по которому они идут впереди стада.
Однако человечество, каждый сам на своем месте, как сказал поэт, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Человечеству более интересно стали самодвижущиеся повозки и аэропланы, чем образ спас в силах. Человечество, подобно любопытной и беспечной Алисе, сбежало из-под венца и припустилось за кроликом в масонском камзоле. И променяло святую вселенную, имеющую физическую связь с Богом, на иллюминатские фантики. И началась многовековая кровавая драма. И кто в этом виноват? Перед Богом виноваты все, каждый в свою меру. Путь к премудрости и к духовной власти над миром открыт всегда. И во времена самого мрачного мрака всегда были светильники, кто не прогибался под этот изменчивый мир, кто опирался в жизни не на кошелек и гаджеты, а подставлял правое плечо под десницу Бога. Конечно, те, кто возглавил толпу безумцев и завел мир в пропасть, с них главный спрос. А во главе стада стоят в обнимку синагога с синодом. Однако вешать всех собак только на иудеев совершенно нет смысла. Они по-своему больны на всю голову, причем в самом прямом смысле, потому что они находятся под проклятием, и все это знают. Они главные модифицированные твари. Поэтому ожидать от мутировавшей особи адекватных действий – это занятие совершенно наивное. Аналогичным образом бессмысленно ожидать от прокаженного каких-то спортивных рекордов. Кровь колена Иуды продолжает находиться во главе человечества и продолжает мутить свои демонические авантюры. Они не могут действовать по-другому. Они просто не знают, как поступить правильно. В их руках нет ничего, кроме сплетенного кровавого узора. Они прокляты и вынуждены выполнять миссию злых гениев. Все, к чему прикасается их проклятая рука, все превращается в кровавый узор. Они стали носителями смерти, носителями энергетики распада, на который, собственно, и возведен новый мировой порядок. И они вынуждены с безумным блеском в глазах смеяться над христианами и вести их, как скот на убой. И вместе с христианами они уничтожают свои собственные души и увеличивают раз за разом меру собственного греха. И выхода из этой дьявольской карусели нет, потому что энергетика распадающегося времени концентрируется во главе стада. Потому что ничто в мире не может идти против времени. И этот безумный, дикий процесс будет идти до тех пор, пока не появится носитель энергетики целого. Победить время можно только силой вечности. Поэтому стоящие над твердью вовсе не в восторге от своей власти и своих административно-финансовых возможностей. Человеческой душе тесно в земном мире. И тем более тесно, если эта душа имеет Божие благословение быть предводителем и вести Вселенную в небо. И при этом жить в диаметрально противоположном состоянии. Энергетика греха, энергетика опустошения концентрируется на тех, кто идет во главе стада. И тебя тем более расплющивает, если ты
стоишь впереди опрокинутой вселенной. Если грех всего человечества вдавливает тебя в бездну, они также опустошены, как опустошено все человечество. Они устали и более всего желают покоя, желают мира и избавления от сжигающего их духа нечестия, давлеющего над иудеями много веков. Они не испытывают радости от всемирного господства, от награбленного золота и украденной премудрости. На этих вещах лежит печать Каинового проклятия. Им обрыдла выкраденная у церкви премудрость пятого дня. Она уже устарела, обветшала, она распадается, как ветхие мехи, не в силах выдержать напор нового молодого времени. Они с завистью смотрят, как молодая церковь наливается силой, как свежая отрасль пронизывает эпохи, обходит бесчисленные ловушки матрицы и прорывается в 8-й день, как собор отроков черпает знания напрямую из первоисточника, как дети опрокидывают навзничь планы отцов. Они все более чувствуют себя дряхлой, ни к чему не годной старухой, так и не принесшей плод. Они устали быть мертвецами, бредущими впереди стада пыльных зомби. Они более всего хотят ощутить вкус свежего живого яблока, вкус свежей премудрости вечного 8-го дня. Но они лишены этой возможности, и их очень страшит то будущее, что они сами себе уготовили. Поэтому за фасадом всех этих, в общем-то, дурацких иудейских мудрствований, за фасадом голливудских концепций, то сильщихся найти выход из тупика, то впадающих в приступ безумия, лейтмотивом звучит вполне различимый призыв об обыкновенной помощи, хоть и произносимый сквозь зубы. Ого, спасите нас от нас самих. Мы сами не знаем, что творим, и не можем остановиться.